Всем привет! В этом мастер-классе мы свяжем вот такой бабушкин квадрат с ромашкой крючком. Показываю попетельно, справится даже новичок. Но куда применить такой квадрат, зависит от вашего воображения. Из таких квадратиков отлично получится плед, джемпер, шапка и даже сумка. Если вы впервые на моем канале, то рада приветствовать вас в своей уютной вязальной студии Momo Snail. Тут мы вместе учимся вязать спицами и крючком. И просто вдохновляемся. Не забудьте подписаться и поставить лайк. И если вы готовы, давайте начинать. Для вязания нам понадобится первым делом, это, конечно же, пряжа 3 цветов. В моем случае это пряжа молочный акрил. Желтенький пойдет для сердцевинки, белый, соответственно, для лепестков ромашки. И вот эту вот окантовку я решила выбрать фиолетового цвета, вы же можете подобрать на свой вкус. Также вам понадобится крючок, я для своей пряжи подобрала крючок 4 мм. Также нам понадобится трикотажная игла, чтобы прятать кончики нити, и ножницы. Начинать вязание мы будем с сердцевины ромашки. Я подобрала для нее желтую пряжу, состоять она будет из 2 рядов. Затем третий ряд – это лепестки ромашки. Мы будем провязывать всего лишь одним рядом белой пряжей. И фиолетовой пряжей мы будем делать окантовку вокруг самой ромашки. Начинаем вязать сердцевину, которая будет состоять из 2 рядов. Для этого берем желтую ниточку и делаем кольцо амигуруми. Делаем перекрещивание, вставляем крючок. Захватываем вот эту рабочую ниточку и перекрутили, сделали петлю. Теперь снова захватили рабочую ниточку и вывели ее через эту петельку. Кольцо нам необходимо провязать 8 столбиков без накида. И вот эта первая петля у нас тоже считается за столбик. Поэтому еще нам необходимо провязать 7 столбиков без накида. Вставляем крючок в кольцо, захватываем рабочую нитку, 2 петли на крючке, снова захватили рабочую нить и продели через 2 петли сразу. Провязали всего 8 столбиков, первый тоже считается, и можем себя перепроверить. Вот здесь у нас есть вот такие вот косички, у нас их здесь должно быть 7 штук. И последняя 8-я у нас будет соединительная. Затягиваем кольцо, берем кончик нити и тянем за него хорошенько, но так, чтобы не порвать ниточку. Теперь нам необходимо соединить первый ряд, и я вам предлагаю воспользоваться своим любимым способом соединения. Распускаем последний столбик, но наполовину. Вытаскиваем крючок и вытягиваем рабочую ниточку. Вот так. У нас здесь 2 петли, обратно вставляем крючок. Теперь берем кончик нити, вот он, и провязываем через 2 петли. Вытягиваем нитку. И теперь вот этой ниточкой нам необходимо сделать вот здесь петлю. Для этого вы можете воспользоваться трикотажной иглой или взять крючок поменьше, так вам будет проще. Вставляю крючок под вот эту первую шляпку. Беру кончик нити, захватываю его и продеваю. Вытягиваю. И теперь вот эту ниточку нам необходимо вставить вот сюда, обратно, откуда она выходит.
Для этого разворачиваем вязание и вставляем крючок сначала в перемычку, вот сюда, и в середину шляпки. Захватываем кончик нити и выводим. Теперь немножечко поправим, чтобы эта петля смотрелась как все остальные. Первый ряд у нас готов. Если вы посчитаете вот эти вот петли сверху, у нас их будет ровно 8 штук. Первый ряд у нас готов. Переходим к вязанию второго ряда. Я взяла обратно крючок 4 мм, взяла в руку рабочую ниточку, кончик нити убираем в сторонку, он нам не нужен. Теперь вставляю крючок под петлю, которую мы только что с вами сформировали. Захватываем рабочую нить и делаем одну воздушную петлю. Во втором ряду нам нужно провязать 8 столбиков без накида, у нас не будет никаких прибавок, поэтому продолжаем. Вот эта первая петля у нас за столбик считается, поэтому продолжаем вязать столбики без накида. Вставляем крючок в следующую шляпку вот таким образом. Захватываем рабочую нить и вывели 2 петли на крючке, захватили рабочую нить и вывели через 2 петли сразу. Дальше находим следующую петлю и провязываем следующий столбик без накида. И так мы с вами вяжем до конца ряда. Теперь соединяем второй ряд. Предлагаю его соединить точно так же. Распускаем последний столбик наполовину. Теперь берем кончик нити, вот он. Захватываем эту ниточку и продеваем через 2 петли сразу. Вытягиваем нитку. И точно так же мы сейчас с вами сформируем вот здесь петлю. Для этого я снова беру крючок поменьше, у меня 2,5. Вставляю крючок вот сюда, под эту шляпку, самую первую. Беру кончик нити и вытягиваю. Ну и теперь мне нужно эту нитку обратно вдеть вот сюда, откуда она выходит. Для этого переворачиваю вязание на изнаночную сторону, вставляю крючок вот сюда за перемычку и вывожу в центр петли. Захватываю нитку и вывожу ее. И вот такая сердцевина у нас получилась. Теперь отрезаем нитку, она нам больше не нужна. Все, что нам осталось, спрятать кончики. Сердцевина готова, переходим к вязанию лепестков ромашки. Я снова взяла крючок 4 мм и взяла белую пряжу. Вставляю крючок под шляпку. Захватываю белую ниточку. И теперь нам необходимо сделать 3 воздушные петли. 1, 2 и
3. Кончик нити мы будем с вами прятать в вязании. Поэтому просто прикладываем его вот сюда сверху. Теперь нам нужно сформировать первый лепесток. Для этого делаем накид, вставляем крючок вот сюда же, откуда у нас выходит белая нитка. Кончик нитки сразу кладем на крючок. Захватываем рабочую нить, вытянули ее. 3 петли на крючке. Снова захватили рабочую нить и продели через 2 петли. У нас снова 2 петли на крючке. Делаем накид и вставляем снова крючок сюда же. Захватываем рабочую нить, 4 петли на крючке. Захватываем рабочую нить, продеваем через 2 петли. Три петли на крючке. Захватываем рабочую нить и продеваем через 3 петли. Первый лепесток готов. Теперь делаем 3 воздушные петли. 1, 2 и 3. Переходим к вязанию следующего лепестка. Всего лепестков у нас будет 8 штук. Делаем накид, вставляем крючок вот сюда, в следующую петлю под шляпку. Кладем сразу кончик нити сверху крючка. Захватываем рабочую нить, 3 петли на крючке. Захватываем рабочую нить и продеваем через 2 петли. Снова делаем накид, вставляем крючок вот сюда, снова откуда у нас выходили первые столбики. 2 петли на крючке, захватываем нитку и продеваем через 2 петли с крючка. Снова накид и снова вставляем крючок сюда же. У нас 5 петель на крючке, захватываем рабочую нить и продеваем через 2 первые петли. 4 петли на крючке, захватываем рабочую нить и продеваем через все петли. И так мы с вами продолжаем вязать до конца ряда, пока у вас не образуется 8 лепестков. Между лепестками обязательно не забываем делать 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Вот этот кончик нити можно отрезать. Довязываем последний лепесток. Теперь нам необходимо соединить ряд. Делаем 2 воздушные петли, 1, 2, отрезаем нитку, вытягиваем ее из петли, берем трикотажную иглу, вставляем иглу под шляпку вот сюда. И теперь вставляем иглу вот сюда, откуда выходит нитка. И выводим иглу на изнаночную сторону. Теперь прячем кончик нити вот здесь в вязании по кругу. Третий ряд готов.
переходим к вязанию 4-го ряда. Для вязания 4-го ряда я уже беру фиолетовую нитку. И теперь мы будем провязывать по 3 столбика с накидом вот сюда между лепестков. У нас будет везде по 3 столбика с накидом, но там, где у нас угол, как видите, будет 6 столбиков. То есть мы провяжем 3 столбика с накидом, затем мы сделаем с вами угол и снова провяжем 3 столбика с накидом. Берем нашу ромашку и берем ниточку другого цвета. Вставляем крючок вот сюда между лепестками, захватываем нитку и провязываем точно так же 3 воздушные петли. 1, 2 и 3. Теперь сюда же мы с вами провяжем еще 2 столбика с накидом. Делаем накид. Три петли на крючке, захватили рабочую нитку и продели сначала через 2 петли, снова захватили рабочую нитку и через 2 петли. И нам нужно еще один такой столбик провязать. Накид. И провязали. Теперь нам нужно провязать 3 столбика с накидом вот сюда. Дальше вот здесь мы с вами будем сейчас формировать угол. Поэтому сначала провязываем точно так же 3 столбика с накидом. И теперь формируем угол. Для этого провязываем 2 воздушные петли. 1 и 2. И снова сюда же провязываем 3 столбика с накидом. И вот мы с вами сделали первую сторону квадрата, переходим ко второй стороне квадрата и провязываем ее точно так же. Затем будем провязывать здесь и здесь. Сюда мы провязываем просто 3 столбика с накидом. Кончик нити можно отрезать. Чтобы он нам больше не мешался. И продолжаем вязать. Здесь мы снова будем формировать угол. Провязываем сначала 3 столбика с накидом. Теперь формируем угол, 2 воздушные петли. И снова сюда же провязываем 3 столбика с накидом.
И вот мы переходим на третью сторону квадрата. Обратите внимание, нам не хватает вот здесь последнего угла и еще 3 столбиков с накидом вот сюда. Провязываем их. Теперь делаем одну воздушную петлю. Вторая воздушная петля у нас будет соединительной. Для этого находим третью петлю у нашего первого столбика подъема. 1, 2, 3. Вот она. Еще раз. 1, 2, 3. И вот сюда мы с вами вставляем крючок. Захватили рабочую нить и продели через 2 петли сразу. Таким образом мы соединили 4-й ряд. Переходим к вязанию последнего 5-го ряда и делаем столбик подъема. Точно так же 3 воздушные петли. Теперь сюда провязываем 1 столбик с накидом. Теперь над каждым столбиком с предыдущего ряда мы точно так же провязываем столбики с накидом. 9 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязываем 9 столбиков. Затем будем переходить к формированию угла. Видим первый столбик, который состоял у нас из 3 воздушных петель. И вот здесь вот, где мы делали соединение, вставляем сюда крючок. Делаем снова накид и продолжаем провязывать столбики. Провязали 9 столбиков, подошли к углу. Теперь сюда, вот в эту большую дырочку мы сейчас с вами провяжем 2 столбика с накидом. Теперь формируем угол, делаем 2 воздушные петли. Снова сюда же провязываем 2 столбика с накидом. Вот мы с вами перешли на следующую сторону квадрата. Обратите внимание, всего на каждой стороне квадрата у нас будет по 13 столбиков. То есть по 2 столбика с каждой стороны в углах
и 9 посередине. Продолжаем вязать. И теперь вяжем снова 9 столбиков с накидом над каждым столбиком с предыдущего ряда. Снова подошли к углу и вяжем 2 столбика с накидом. Формируем угол, делаем 2 воздушные петли. И переходим к следующей стороне квадрата. 2 столбика в угол. И так вы продолжаете вязать до конца ряда. Встречаемся вот здесь. Почти закончили 5-й ряд. И мне необходимо провязать вот сюда в угол еще 2 столбика с накидом. Обязательно проверьте себя, чтобы на каждой стороне у вас было по 13 столбиков и по 2 воздушные петли в каждом углу. И если все верно, давайте соединим ряд. Для этого делаем 1 воздушную петлю, отрезаем нитку, вытягиваем ее, берем трикотажную иглу и вставляем в нее нить. Теперь нам необходимо соединить ряд. Для этого находим точно так же 3-ю петлю у 1-го столбика подъема. Вот у него 1-я петля, 2-я и 3-я. И вот за нее мы сейчас и будем вставлять иглу. И теперь точно так же вставляем иголку туда же, откуда выходит нитка. Вот так. Сразу на изнаночную сторону. Прячем кончик нитки в вязание. И наш квадрат готов. На этом все. Обязательно напишите комментарий, как у вас получился квадрат и куда вы его хотите применить. Будем делиться идеями. И если мастер-класс был полезным для вас, то ставьте лайк и подписывайтесь. А с меня больше интересных и полезных уроков. С вами была Шура. Пока-пока!